Приветствую всех на канале со сложным названием. Концерн Great Wall показал на автосалоне в Шанхае прототип очередного флагманского внедорожника, получившего название Танк 800. По уровню оснащения, роскоши и тяговой вооруженности новинка превосходит Lexus LX, ведь некоторые опции вездехода из Поднебесной недоступны даже в люксовых моделях, вроде Rolls-Royce Cullinan или Mercedes-Maybach GLC. Впрочем, Танк 800 корректнее будет сравнивать именно с Lexus LX или Cadillac Escalade. Почему? Да потому что речь идет все же о полноразмерном рамном авто, который базируется на заднеприводном шасси. Информации о концепте пока что не так много. Производитель на дебютном представлении решил не раскрывать в полном объеме технические характеристики новинки, а также многие детали в части опционала и внутреннего функционального оснащения. Однако все, что нам удалось узнать, мы представим в нашем обзоре. Кстати, у нас уже есть обзор на Танк 700. На экране выйдет подсказочка, нажимайте и смотрите предыдущий обзор на данную марку. Ну а мы переходим к Танку 800. Точные габариты не раскрываются, но длина Танка 800 однозначно превышает 5 метров. При этом салон рассчитан на 4. Это явно указывает на просторность внутреннего пространства и, как следствие, на повышенную комфортность езды. Демонстрационный внедорожник выделяется многоспицевыми хромированными 20-дюймовыми дисками, но не исключено, что среди доступных модификаций будут автомобили, комплектующиеся еще более крупногабаритными колесами. В экстерьере также привлекает комбинированная окраска кузова и внушительная радиаторная решетка с логотипом нового бренда в виде буквы Т. Выбиваются из общего ряда разве что несоразмерный лючок в заднем крыле и весьма компактный дворник на багажном отсеке. В салоне царство роскоши, по-иному и не сказать. Интерьер отделан фиолетовым бархатом, причем благородной тканью обшиты не только руль и селектор автоматической трансмиссии, но и центральный тоннель, крыша, дверные карты, передняя панель и часть сидений. Мягким покрытием рулевой колонки и нижней части торпеды не сможет похвастаться ни Rolls-Royce Cullinan, ни Bentley Bentayga. Атмосферу уюта создают занавески на окнах, деревянные вставки на уровне стекол, а также фирменные подушки с вышивками танка. В спинке передних кресел интегрированы планшеты. Предусмотрен бар, холодильник и хрустальные фужеры. Задние кресла мультиконтурные, так что пассажиры смогут насладиться подогревом, вентиляцией и даже массажем. На задних стойках есть кнопки автоматического открывания и закрывания дверей. Хотя, к примеру, кроссоверу Maybach GLC такой функционал недоступен. Любопытно, что дизайнеры Great Wall прислушались к мнению стилистов Bentley и предпочли сенсорным клавишам обилие физических кнопок. Не касаясь широкоформатного тачскрина, можно отрегулировать практически все, причем настройка ездовых режимов была доверена фигурной металлизированной шайбе. Внимание к деталям в автомобиле просто впечатляет. Например, по центру нашлось место для классических часов, а настройка направления обдува осуществляется через эффектные ручки-запонки. Под стать салону и кузову и техническая начинка. Известно, что базовый внедорожник оснастят новым бензиновым 3-литровым турбомотором V6 мощностью 354 лошадиные силы, способным выдавать максимальный крутящий момент, достигающий 500 ньютон-метров. Этот мотор будет работать в тандеме с передовой автоматической трансмиссией на 9 передач. Также предусмотрена гибридная версия с интегрированным в автомат электромотором. По предварительным данным, она будет отличаться повышенной экономичностью и солидной энергетической вооруженностью. Пиковые характеристики гибридной модификации – 517 лошадиных сил и 750 ньютон-метров. И здесь нельзя не отметить, что настолько мощных силовых установок у китайских моделей еще не было. Конечно, к Танк 800 стоит относиться как к прототипу, и не факт, что на серийном внедорожнике будут доступны все вышеописанные опции. Однако Great Wall считает конкурентами Танк 800 вовсе не аналогичные модели от китайских автобрендов, а передовые японские внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Премьера серийного Танка 800 должна состояться в 2022 году. Тогда же модель появится в продаже на внутреннем рынке.
Возможно, со временем флагман Great Wall доберется и до России, ведь младший танк 300 собирается локализовать в Туле в течение нескольких лет. Сколько же будет стоить столь прогрессивная во всех отношениях модель авто? Остается загадкой. Очевидно только одно – оцениваться танк 800 будет на уровне премиальных автомобилей. Ну а на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч!